В этом видео научимся практически применять Global Random в пиксель процессоре. Рассмотрим разные интересные решения через связки валовый процессор плюс пиксель процессор. Так, далее мы рассмотрим пример, где мы будем использовать пиксель процессор и валовый процессор вместе. Допустим, у нас есть shape. Давайте не shape, давайте Gaussian Noise возьмем. Я поставлю Scale на 8 и пропущу через Quantis Grayscale ноду. Поставлю здесь степов, давайте 22. И давайте сразу же я сейчас это все выведу на нашу 3D-шечку. Возьму Normal, к примеру, 11. Тут будет Output Normal у нас. Также возьму AO-шку. Output AO. И Output на Height. Так, покажу все это на экране. Сделаю чуть побольше объем. Давайте вот так вот, чтобы был виден. Так, и разблюрю чуть-чуть, чтобы не было резких краев, чтобы нормалка хорошо отрабатывала. Давайте 0,2 поставим. Вот как-нибудь вот так вот. Так, что мы можем из этого сделать? То есть в данном случае идет градация по цвету ступеньками. То есть если мы возьмем cross-section, то мы увидим, что то, что у нас было до, и то, что стало, в принципе, одно и то же, но ступенчатое стало. Давайте теперь попробуем поменять цвета. Допустим, вот этот цвет поменять на любой другой. Вот этот цвет на любой другой. Чтобы у нас рандомно они менялись. Для этого нам поможет как раз пиксель процессор. Мы возьмем из ноды Quantis Grayscale. Выведем в пиксель процессор в input нулевой. И здесь его примем. GetFloat 2. Позицию каждого пикселя. Теперь, смотрите. У нас получается, мы берем, определяем цвет пикселя и рандомно меняем его на какое-то значение. Если мы сейчас поставим просто рандом и выведем на output, то мы увидим, что у нас в принципе все цвета размылись рандомно. А нам нужно, чтобы один цвет менялся на другой. Для этого есть другая нода, она функция точнее даже. Если мы в поиске вобьем рандом, то здесь есть Global Random. Это в принципе то же самое, что рандом, но если мы подставим сюда во второй слот в seed любое какое-то целое число, то нам будет выдавать, допустим, давайте возьмем 2, 3, то нам на выходе будет выдавать одно и то же число, если совпадает. Если совпадает вот этот вход и вот этот вход. В данном случае здесь число одинаковое, а здесь цвета разные. Но, допустим, вот этот цвет, сколько он?
0,04. Он везде тут 0,04. И вот это число одинаковое, оно на выходе будет одинаково рандомиться. Теперь мы видим, что на самом деле, то есть рандом сработал, но как-то странно. То есть он просто затемнил картинку. Сейчас сделаем по-хитрому. Мы возьмем в input, вставим единичку. То есть рандомное число будет от 0 до единицы. А в seed мы вставим входящий цвет. Единственное, он же у нас от 0 до единицы. А чтобы был больший диапазон, мы просто умножим его на какое-то большое число. Ну, к примеру, вот такое вот. И теперь мы переводим его в integer и вставляем сюда. Получается, что у нас сейчас сработал как раз global random, как нам нужно. То есть для каждого цвета одинакового подается свой random seed сюда. И получается, что для определенного цвета получается свое определенное число рандомное. Дальше. Если мы сейчас возьмем и давайте мы подставим сферу, точнее не сферу, а круг, даже не круг, а параболоид, включим сюда, мы увидим, да, что у нас поменялись они местами, цвета. Но если мы будем крутить random seed в графе, то у нас ничего не происходит. Почему? Потому что при изменении random seed не меняется вот здесь вот это число целое. Давайте мы сюда его добавим. Добавим мы через валовый процессор. Мы возьмем... Так, зайдем в валовый процессор. Возьмем какое-то... Ну, давайте... Возьмем опять же какое-то большое число. Пропустим через рандом. И выведем это как... Переведем в целочисленные числа. Получается, что у нас валовый процессор выводит какое-то рандомное число. И вот сейчас, если мы будем менять random seed в графике, то мы видим, что вот это рандомное число в валовой процессоре, оно меняется. Почему оно меняется? Потому что нода рандом меняется в соответствии с разным random seed. Через эту лазейку мы как раз и пролезем. Мы сейчас вставим вот это число в пиксель процессор. А как мы это сделаем? Через input values. И здесь мы поставим integer и вставим наше число из валового процессора сюда. Дальше нам нужно подхватить в пиксель процессоре это число getInteger, и оно у нас вот здесь с решеточкой input. Дальше нам просто можно сложить наши значения, целое число вот это и целое число вот это, и вставить в random seed, в смысле в global random. Давайте теперь проверять. Если мы будем крутить random seed, мы видим, что у нас рандомно меняются цвета. То есть у нас все сработало. Я пиксель процессор переведу в grayscale. Дальше подставлю сюда и увидим, вот, что на самом деле вот получается вот такой вот паттерн у нас из обычного Gaussian noise. И мы его можем менять. Также мы можем подставить сюда круг.
мы видим, что у нас все меняется. В зависимости от рандом сида у нас меняется рандомно цвета. Как еще можно использовать валовый процессор? Давайте мы вернемся к нашей функции, к нашей ноде, которую мы делали, которая рандомно меняла крайние точки. И помните, вот здесь вот мы ставили разный рандом сид каждому пиксель процессору. Вот у нас тут разное число. На самом деле можно оставить запрограммировать рандом сид через одну ноду. Давайте мы возьмем опять же пиксель процессор. Ну, точнее не через одну ноду, а через несколько нод. Сделаем его grayscale. Дальше. И сделаем размер. Размер этого пиксель процессора, чтобы он был... Давайте вот так сделаем. 4 пикселя на 4 пикселя. Заходим в него, и каждому пикселю мы задаем рандомный цвет. Вспоминаем, мы это уже делали. Нужно просто... Тут не надо вызывать координаты пикселя, потому что по умолчанию процессор знает координаты этого пикселя. И если мы просто зададим число какое-то тут, а мы задаем сейчас рандомное число от 0 до единицы, то он каждый пиксель закрасит в разный цвет. Итак, у нас 16 пикселей получилось рандомных. Что мы можем сделать из них? Мы можем взять валовый процессор и здесь узнать чему равен пиксель в каждой точке. У нас получается будет вот это число 0,61, здесь 0,55 и так далее. Они все разные будут. Давайте это мы узнаем. Мы берем, во-первых, мы узнаем, чему равен 1 пиксель. Мы знаем, что у нас карта 4 на 4, поэтому 1 пиксель это будет равняться у нас единица, деленная на 4. То есть ширина одного пикселя. Так, сейчас я тут напишу. Дальше. Нам нужно задать координаты точки, которую будет просчитывать валовый процессор. Координаты точки это у нас двухмерная переменная. Двухмерный вектор. Сюда у нас будет подаваться x, сюда y. Итак, давайте мы возьмем ширину пикселя, умножим на какое-то число. Это у нас будут, допустим, координата x. Также возьмем, сдублируем. Здесь будет координата y. Возьмем, перемножим 1 пиксель на координату y. И теперь, если мы вставим сюда, смотрите, что у нас вышло. Получается, мы сейчас можем с помощью x и y задать координаты любой точки. В данном случае сейчас x0, y0. Получается, что на выходе вот здесь вот пиксель с координатами 0, 0. Если мы поставим здесь x1, а y оставим 0, то на выходе у нас координаты пикселя вот этого будут.
Давайте посмотрим, что у нас выдает пиксель-процессор. Он выдает координаты. Но теперь нам нужно, чтобы он выдавал не координаты пикселя, а цвет в этом пикселе. Для этого мы воспользуемся Sample Gray. Сделаем output. И получается, что у нас координаты пикселя 1, 0 имеют значение 559 после запятой. Давайте проверим. Вот, это получается нулевой пиксель. Это как раз пиксель с координатами x1, y0. 0,559 после запятой. Все верно, совпадает. Итак, у нас сейчас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 процессоров, пиксель процессоров. Давайте мы создадим для них 8 валуя процессоров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в каждом валуя процессоре мы поставим свой пиксель. Здесь у нас будет пиксель с координатами 0, 0. Так. Почему-то не сохранилось. Я нижний менял. Так. Это координаты 0, 0. Здесь у нас координаты будут 1, 0, так и оставим. Здесь координаты 2, 0 подойдет. Здесь координаты 3, 0. И дальше поехали на второй столбец. Ой, на вторую строчку уже. Потому что по x там будет повтор уже. Поэтому здесь мы ставим по x 0, по y 1. Здесь по x 0, по y 2. Там надо было не 2 ставить. Давайте вернемся. По y 1. Секунду, я проверю. 0, 0, 1. Так. Вот здесь вот 0, 1. Извините, я перепутал. Здесь 1, 1. Это второй ряд пошел. Здесь 2 по x, 1 по y. 2 по x, 1 по y. Все поменялось. И в последнем у нас будет 3 по x, 1 по y. Итак, мы взяли, смотрим числа. Они у нас все разные получились. Теперь мы в пиксель процессоре зададим input value. И вставляем его сюда. Дальше заходим в первый пиксель процессор. И здесь, так, мы не в функцию будем заходить пиксель процессора, а мы будем заходить в random seed, вот сюда вот. Здесь мы выберем empty function, возьмем getFloat и возьмем input. И теперь умножим его опять же на какое-то большое число. Допустим, такое. И теперь нам нужно преобразовать
все это в целое число, потому что тут подсказывает нам программа, что output нода должно быть типом integer. Все. Делаем output ноду. Я копирую это. Копировать я не буду. Я просто поменяю сейчас пиксель процессора. То есть я сейчас вместо вот этого весь ряд этот удалю. Поставлю заново. Так, второй. Третий. Четвертый. Не забываем, что нужно для каждого пикселя процессора свой валовый процессор вставлять. Здесь у нас получается вот этот. Здесь. Так, и осталось последних два. И второй. И подставляем в Multiswitch Grayscale. Теперь у нас получается, что Random Seed задается для каждого пикселя процессора рандомно относительно вот этой карты. То есть, если мы будем рандомить, крутить Random Seed, она будет хаотично меняться. И на выходе у нас для каждого пикселя процессора будет свой Random Seed. И наша нода будет, наша нода будет хорошо работать. Давайте сравним. Вот у нас клаудсы. Посмотрим, что у нас на выходе происходит. Возьмем превью. И видим, что у нас тогда с блюром была проблема, да? Мы видим, что у нас блюр отрабатывает хорошо тут. Вот таким образом можно сделать. На самом деле это оптимизированная схема, да, но можно сделать, чтобы долго не стараться, долго не думать, можно было бы сделать проще. Можно было бы взять ноду Fast Noise. Вспоминаем, что внутри на самом деле это пиксель процессор. И в нем получается каждый пиксель закрашивается рандомно от 0 до единицы. Итак, мы взяли ноду White Noise, быстрый, и просто берем, не пиксель процессор, и просто возьмем валовый процессор, и здесь мы вставим любое значение флоута, любое значение двухмерного флоута. Допустим, вот так, что-то такое. То есть он берет какой-то пиксель, и мы забираем оттуда значение этого пикселя. И вот таким образом я мог просто взять и зарандомить значение float 2. Главное, чтобы они не отрицательные были. Хотя отрицательные тоже сработают на самом деле. И вот как-то просто подкрутить. И у меня получается, что я беру рандомную, ну грубо говоря рандомную, я наугад беру какую-то точку из этой карты. И валовый процессор у нас определяет значение этой точки. В принципе, это то же самое будет. Я не думаю, что я где-то возьму одинаковый пиксель случайно, вот так выберу. Вот, это будет то же самое. Единственное, у нас это будет не так быстро работать. То есть здесь карта 2048 на 2048. И дальше вот здесь обрабатываются эти карты так. А здесь у нас карта 4 на 4.
Но на самом деле эта нода очень быстрая. В принципе, можно и таким образом пользоваться, если не хочется заморачиваться с кодом. Вот таким хитрым способом можно использовать валовый процессор. Поехали дальше.